Всем привет, с вами Виктория Ню, и в этом видео у нас обзор товаров с сайта AliExpress, некоторые из которых предоставил на обзор магазин Magic Digit. По традиции в начале видео короткое слайд-шоу, в котором представлены те товары, о которых пойдет речь в данном обзоре. Если вас что-то заинтересовало, оставайтесь со мной, я желаю вам приятного просмотра. На платформе AliExpress уже приближается распродажа 11.11. И, конечно, чтобы не упустить нужный вам товар с хорошей скидкой, лучше его все-таки уже поместить в корзину. Все ссылки на представленные товары вы найдете в описании под видео. Начать обзор мне хотелось бы с двух наборов фрез в пластиковых боксах. Такие наборы у меня уже были, и изначально, учитывая их стоимость, я не ожидала абсолютно ничего хорошего. Но в итоге фрезы оказались вполне приличными, а учитывая их стоимость и то, что фрезы это в принципе расходный материал, ну вот я считаю, что здесь соотношение цены и качества просто превосходное. В первом наборе 9 фрез и 1 фреза-щетка, а вот уже во втором наборе полноценных 10 фрез. Безусловно, не все фрезы из набора у меня в ходу, но опять-таки, учитывая стоимость всего набора, те фрезы, которыми я пользуюсь, получаются по очень привлекательной цене. Дальше речь также пойдет о расходном материале, и это типсы. Тут в каждой упаковке 10 держателей, на котором 24 типса, и в общей сложности в упаковке получается 240 типс. Это демонстрационные типсы, которые легко отделяются от своего держателя, а дальше уже я креплю их на магнитные держатели. Я заказала типсы белые, черные и прозрачные. Учитывая общее количество типсов в упаковке 240 штук, на мой взгляд, получается очень выгодная цена. С учетом скидки магазина и скидки самой платформы AliExpress получается очень выгодно. Эти типсы у меня уже давно в ходу, и их качеством я вполне довольна. Сейчас кто-то скажет, о каком качестве может идти речь, если мы в принципе говорим о типсах. Но, как оказалось, типсы тоже бывают разного качества. Следующие типсы как раз тому подтверждение. Тут у нас продавец предлагает 5 держателей, на которых также находятся по 24 типса. Эти типсы другой формы, но они настолько тонкие, что когда пилочкой начинаешь, скажем так, выравнивать, подпиливать края, типс просто крошится, а может даже и треснуть в руках. К тому же они еще и не настолько черные и не настолько глянцевые. Для сравнения, вот типс, который я приобретала на сайте Красотка Про. На первый взгляд и типсы одинаковые, и держатели, но вот качество пластика оставляет желать лучшего. Ну а дальше речь пойдет о наклейках, которые помогают нам быстро и легко создать дизайны на ноготках. Каждый такой комплект наклеек по-своему интересен. Представленные надписи и композиции в каждом наборе повторяются по 2, по 3, а некоторые даже и по 4 раза. Все наклейки тонкие, с хорошей клеевой основой. Что мне еще понравилось в этих наборах, так это то, что в каждом наборе можно подобрать размер наклейки как на короткие, так и на длинные ноготки. В последнее время моих девочек не отпускают дизайны с матрешками. Как оказалось, матрешки на ноготках вызывают повышенное внимание у окружающих. К тому же матрешки, скажем так, дизайны с матрешками, они не привязаны ни к какому времени года. Все наклейки яркие, детали хорошо прорисованные. Тут, как говорится, остается только выбрать понравившийся вам набор. Согласитесь, когда клиент торопится, не всегда хватает времени сделать интересный дизайн. Наклейки в таких случаях очень выручают. Единственный момент, отклеивая наклейку от подложки, будьте аккуратны. Как я уже сказала, наклейки очень тонкие, и во время отклеивания можно их легко порвать либо деформировать. Ну а следующий товар предназначен для очистки кистей, которые используются при создании макияжа. Тут у нас металлическая баночка, открыв которую мы видим 2 губки, черную и белую. Черная губка погрубее, и она более пористая. Изначально кисть мы очищаем о нее для того, чтобы, скажем так, стряхнуть цветной пигмент с кисточки.
Белая губка мягче и менее пористая. О нее мы уже очищаем кисть более основательно. Но на самом деле этот товар я приобрела абсолютно не для макияжных кистей. В этот контейнер с губкой я наливаю жидкость для работы с полигелем. Таким образом, кисточка у меня всегда в работе влажная, но при этом не такая мокрая, чтобы с нее капало средство. Если к кисточке пристал полигель, очищаю ее о черную губку. А если мне нужно просто немного смочить ее, то прикладываю ее к белой губке. После проделанной работы я просто плотно закрываю контейнер. В следующий раз, когда я достаю контейнер, я просто переворачиваю губку. Со временем просто верхняя часть губки немного подсыхает, а перевернув, она снова влажная, такая, как и нужна для работы. Таким образом, расход средства для работы с полигелем заметно сокращается. Губки можно промыть в теплой воде, просушить на свежем воздухе, и они, в принципе, как новые. Но тут в наборе я взяла также еще 3 губки про запас. Следующий товар также предназначен для макияжа, но я его использую абсолютно в других целях. Это синтетическая кисть с держателем. Кисть в держатель вставляется до характерного щелчка. Сама кисть очень плотно и хорошо набита, несмотря на то, что ворс синтетический, это очень мягкая, прям знаете, как будто такая велюровая кисть. Ворсинки не лезут, да и в принципе сразу видно то, что кисть довольно качественно сделана. Заказывала эту кисть я для работы с клиентами, а точнее для того, чтобы смахивать пыль во время маникюра. Кисть на экране не новая, она уже дважды прошла у меня предстерилизационную очистку в ультразвуковой мойке и холодную стерилизацию при помощи замачивания. И как вы видите, она, собственно, выглядит абсолютно как новая. Один взмах такой кисточкой смахивает всю пыль, которая не нужна. Но у этой кисточки есть минус. Все-таки она немного тяжеловата. Заказала я эту кисть на пробу, так как она очень похожа на те кисти, с которыми я уже давным-давно работаю. К сожалению, сейчас на AliExpress я не могу найти такие кисточки, а они как раз-таки для меня оказались очень удобные в работе. Конечно, здесь щетинки не такие мягкие, не такие приятные на ощупь, но тем не менее, все-таки они мягче, чем ворс на привычных для нас кисточек, которые прямоугольные. К тому же эти кисточки были намного дешевле. Ну, согласитесь, заказать такие кисточки для каждого постоянного клиента будет намного выгодней. Если вы увидите на AliExpress такие кисти, буду вам очень признательна, если вы поделитесь со мной ссылочкой. Следующий товар – это стойка для демонстрации. В моем случае для демонстрации tips. Но на самом деле в этой стойке можно разместить и украшения, или любой другой предмет, который вам нужно продемонстрировать. Стойка состоит из 2 пластиковых экранов, между которыми, собственно, и зажимается нужный для вас предмет. Также в комплекте идет довольно устойчивая подставка, на которую, собственно, и устанавливается эта демонстрационная стойка. У продавца на выбор представлены стойки белого и черного цвета. Но я в следующий раз, если и буду заказывать, то закажу стойку уже размером побольше. Ну а дальше речь пойдет о многоразовых верхних формах, которые предназначены для наращивания ноготков. В добротном пластиковом боксе 120 форм, 12 размеров по 10 штучек каждого размера. Формы качественные, плотные, на каждой форме есть разметка для выкладки нужной вам длины. При помощи таких форм легко нарастить форму миндаль. Я уже использовала эти формы, мне в работе они очень понравились. Также стоит отметить, что формы размером 0 и 11, 0 совсем какие-то большие, а 11 совсем какие-то маленькие. Оставшиеся формы вполне применимы, и в целом мне очень понравился этот набор. К тому же на AliExpress эти верхние формы стоят гораздо дешевле, чем, скажем так, у нас в магазинах.
Следующий товар – это набор пигментов, состоящий из 12 цветов. Продавец очень тщательно упаковал посылку, все пришло в целости и сохранности, и за это, собственно, продавцу огромное спасибо. Тут 12 баночек, вкрученных друг в друга. Довольно, на мой взгляд, удобная форма выпуска. Количество пигментов в каждой баночке заметно отличается. В моем наборе меньше всего пигмента белого цвета. По заявлению продавца, собственно, вес в каждой баночке может составлять от 1 до 2 грамм. Пигменты неоновые, яркие. В моем наборе 3 розовых цвета. И поначалу кажется, что они абсолютно одинаковые. Но на самом деле между этими розовыми есть незначительное отличие, что в принципе вот так вот на взгляд, скажем так, мало заметно. Ну а наполнение вы, собственно, сейчас и сами видите на своих экранах. Из всех цветов в этом наборе меня, пожалуй, разочаровал только белый пигмент. Скажем так, он не совсем белый, он немного сероватый и даже с каким-то таким вот металлическим отливом. Но для меня лучше было бы, если бы он был бы чисто белым. Дальше речь пойдет о 4 палетках с декором для нейл-арта. Тут, конечно, очень удобно. Вот вам декор и вот вам, собственно, коробочка, в которой этот самый декор и будет дальше храниться. Первый бокс с маленькими стразами разного цвета. Диаметр каждой стразы 2 мм. По заявлению продавца в наборе 1500 штук. Честно, не считала. И вот так выглядят эти стразы на белом и на черном фоне. Это, конечно, не стразы Сваровски, но вот иногда нужно какие-то такие вот мелкие элементы обозначить. В следующем боксе 4 вида страз, отличающиеся по цвету. Каждого цвета по 3 размера. Тут уже продавец указывает, что в каждой ячейке находится по 5 грамм страз. Не взвешивала. Ну и вот так смотрятся данные стразы на белом и на черном фоне. Ну и еще один бокс со стразами, и тут у нас представлены прозрачные стразы и стразы, у которых закрашено донышко. В этом боксе представлено 2 вида страз, и каждого вида по 6 размеров. Ну и вот так смотрятся эти стразы на черном фоне. Ну и последний бокс, в котором находятся пайетки для нейл-арта. Их тут огромное множество, причем они разной формы и разных размеров. Данные пайетки, если можно так сказать, хамелеоны. Дело в том, что они на черной и на белой подложке выглядят абсолютно по-разному. Тем не менее, и тот, и другой вариант мне нравится. Следующий товар – это акварельные капли от Николь Дари белого цвета. Во флаконе 6 мл продукта. Во флаконе также присутствует металлический шарик. Перед применением нужно обязательно встряхнуть флакончик для того, чтобы пигмент немножко, скажем так, смешался. Акварельные капли мы применяем при создании дизайнов на ноготках. Ну вот несколько вариантов по липкому слою от базы. Вот такой вот эффект интересный получается. Перекрыть подобные дизайны можно витражными гелями любого цвета, и тоже, собственно, получается довольно интересный результат. Ну еще один товар от Николь Дари – это пластина для стемпинга под номером 147. Пластина размером 6 на 12 сантиметров. Изначально пластина приходит с защитной синей пленкой. Перед применением эту синюю пленку нужно обязательно снять. Пластина без подложки. На пластине представлена джинсовая тематика. На самом деле эту посылку я ждала ближе к лету, но она где-то затерялась на просторах российской почты. И сама пластина по себе хорошая, гравировка отличная, все элементы отпечатываются без проблем. Вот еще несколько отпечатанных рисунков, и как вы сами видите, все полосочки, все даже маленькие там точечки, все отлично отпечаталось. Следующий товар будет для любителей фотографировать что-то очень маленькое. Это макролинза с прищепкой для мобильных телефонов. В добротной картонной коробке на самом деле 2 линзы и 2 заглушки. Одна заглушка просто отделяется, и вот эта часть, она как раз таки и прикручивается к прищепке. Вот эта самая, которая маленькая линза, она и является макролинзой 15X, то есть с 15-кратным увеличением.
именно она и крепится к прищепке. А вот уже к этой маленькой макролинзе можно прикрутить широкоугольный объектив. И тут уже довольно приличная заглушка, которая защищает этот самый объектив от повреждений. Если вам нужна только макросъемка, вот этот самый широкоугольный объектив можно просто открутить, и на прищепке останется только макролинза. На самом деле мне для фотографий нужна была только макролинза, но потом я подумала, а вдруг потом мне еще понадобится широкоугольный объектив, и поэтому решила заказать все это дело в комплекте, и ничуть не пожалела. Также в комплектацию входит чехол для хранения из кожезаменителя, с такими затягивающимися веревочками. На своем телефоне я включила камеру и поставила увеличение в 10 раз. Это максимальное увеличение на моем телефоне. И вот как вы сами сейчас можете видеть, листочек, вот так вот его как-то вот видно на экране. А вот так уже этот самый листочек видно с макролинзой. Согласитесь, заметная разница. Сейчас на прищепке только макролинза. Теперь давайте я прикручу еще вот этот большой объектив. Он довольно-таки такой тяжелый. И посмотрим, что получится. Собранная конструкция получается довольно весомой. Дело в том, что вот этот вот самый широкоугольный объектив, корпус вернее его, он металлический. И как вы сами сейчас можете видеть, да, сейчас в экран попадает уже намного больше деталей. Еще один такой немаловажный момент, вот этот объектив закрепить на прищепке нет возможности. То есть мы его крепим на макролинзу, а уже макролинзу на прищепку. А вот следующие линзы предназначены уже для моей камеры Canon M50. Тут у нас удобный чехол с кармашками, в котором, собственно, и разместились 4 линзы. Также входит визитка от продавца и специальная салфетка для очищения линз. Каждая линза изначально упакована в отдельный пакетик. И на пакетике, и на линзе в принципе есть вся необходимая информация. У продавца представлены линзы для разных объективов. В моем случае на Canon M50 мне нужны были линзы на объектив 49 мм. Помимо того, что каждая линза без проблем вкручивается в мой объектив, также эти линзы без проблем и друг в друга вкручиваются. То есть таким образом можно донарастить нужное вам увеличение. В комплекте идут линзы с увеличением плюс 1, плюс 2, плюс 4 и плюс 10. При сборке всех линз получается такое довольно внушительное дуло. Благодаря этим линзам я установила камеру теперь повыше, для того, чтобы просто не биться башкой о камеру. Сейчас я прикрутила к объективу плюс 1. Разница, конечно, не очень большая, но тем не менее она есть. Теперь по очереди вкручу линзы плюс 2, плюс 4 и плюс 10. И мы с вами посмотрим, насколько же теперь можно будет близко приблизить объект к объективу. Сама камера при этом никакого дискомфорта не испытывает, она работает абсолютно в обычном для себя режиме. И вот я вкручиваю последнюю линзу, плюс 10, и давайте посмотрим, насколько же близко можно теперь представить объект. И вот, пожалуйста, типс на весь экран, при этом все довольно четко видно, то есть камера без проблем сфокусировалась. Для сравнения покажу вам, как у меня снимала камера, если близко представить к объективу объект. То есть вот все было вот так вот размыто. Конечно, постоянно все линзы я не использую, поэтому очень удобно то, что хранить их можно вот в таком чехле. Что ж, вот такой видеообзор у меня в итоге получился. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях, я с удовольствием с вами пообщаюсь. А если я была для вас хоть чем-то полезным, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх. А я желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!